Последние полгода я практически не вставал из-за компа. Так сильно увлекся запуском новых проектов, что все сторонние дела пришлось срочно отложить. Такой образ жизни моментально отразился на моем внешнем виде и общем состоянии. Если кратко, все стало очень тяжело. Поэтому сегодня я решил, что пора срочно что-то менять. 30 дней подряд, каждый день, 1 час на велосипеде. С этого я хочу начать свой камбэк в активную спортивную жизнь. Согласен, час это немного, но это именно то время, которое я всегда смогу найти. Сейчас на первом плане регулярность и нарабатывание полезной привычки. Помимо главной цели, мою затею, я считаю, можно рассматривать и просто как интересный эксперимент. Мне, например, интересно, а принесет ли такой подход вообще какой-нибудь видимый результат. Собственно, поэтому я и предлагаю провести замеры исходных данных. Первое, что мы замерим, это вес. Сейчас это 125 килограмм, и здесь без комментариев. Также давайте оценим мой внешний вид. Здесь я тоже ничего говорить не буду, вы и сами все видите. На третьем этапе предлагаю оценить уровень подготовки катания на велосипеде. И здесь я хочу замерить время, за которое я проезжаю дистанцию 15 километров. Ну что, ребят, только что я закончил дистанцию 15 километров. Результаты вы увидите на экране. Хочу сказать единственное, что действительно был очень-очень сильный встречный ветер. Местами приходилось ехать 9-10 метров в секунду. Пульс я, как и хотел, держал в районе 150, где-то 155. Время, конечно, я уже посмотрел предварительно, просто безумно огромное. Но, во-первых, да, напоминаю, не кататься 1000 лет, грубо говоря. Плюс все-таки очень-очень сильный встречный ветер. Ну и в качестве еще одних исходных данных предлагаю придумать такой параметр, как легкость. Выражаться он будет в количестве подтягиваний на турнике, отжиманий от брусьев. Ну и давайте добавим прыжок с места. Посмотрим, на какую дистанцию я прыгну до и после. Итак, что у нас получается? На турниках я 4 раза потянулся, от брусьев отжался 3 раза получается. Вот, и прыжок с места у меня 2.20. Итак, мои исходные данные мы зафиксировали. Теперь предлагаю зафиксировать исходные данные моего велосипеда Stern Motion X 2024 года. Сейчас он только-только собран из коробки, смазан и полностью исправен. В ближайшие 30 дней я планирую катать именно на нем. Во-первых, чтобы посмотреть, как он справится с данной задачей, а во-вторых, чтобы за этот промежуток времени лучше сформировать мнение об этом велосипеде. Использовать я его буду на разнообразных дорожных покрытиях, буду конкретно так наваливать на него, так что этому велосипеду тоже предстоит сложное испытание. И вот уже 10 дней прошло. Первые пару дней было все круто. На третий день прилетела жесткая усталость. Постоянно хотелось спать, болели все мышцы. Я почувствовал, что разваливаюсь, и, может быть, на этом бы я и закончил свои тренировки, но поскольку я начал снимать это видео, пахать пришлось дальше. К моему удивлению, следующие 3 дня, с 7 по 10, прошли прям значительно легче. То ли организм начал привыкать, то ли я просто начал выезжать в более живописные места. Прошла вечная усталость, да и во время самих тренировок, сколько бы я ни крутил, силы все равно не заканчивались. Поэтому я начал делать дополнительные ускорения до ядерного жжения в мышцах ног. Так, в конце тренировки я хоть немного чувствовал, что эта самая тренировка прошла. Велосипед меня не подводил, чувствует он себя прекрасно. Каждый день даю ему жару, лишь немного поправил ручки тормоза, опустил их в более удобное положение, ну и немного отрегулировал переключатель скоростей. В общем, железным конем я доволен. Итого за первые 10 дней я вроде как привык к тренировкам, научился регулировать задний переключатель и еще сбросил 5 килограмм. На сегодняшний день мой вес со 125 килограмм снизился до 120. Результат получается впечатляющий, примерно 500 грамм в день. Но первые килограммы всегда уходят быстро, стоит лишь перестать обжираться на ночь. Дальше я уже по опыту знаю, будет сложнее. В идеале я хотел бы срочно сбросить до 110 килограмм. Просто для того, чтобы в велопоходах со снарягой не перегружать велосипед больше, чем максимально допустимый вес. А поскольку сезон велопоходов прям уже здесь,
Мне нужно ускоряться. Поэтому сегодня дополнительно к катанию я подключаю диету. Теперь я буду подсчитывать калории, жиры, белки, углеводы. Просто хотя бы для того, чтобы не переедать выше нормы. Прощай шаурма, прощай пицца, прощай роллы, здравствуй велик. А вообще я хочу сказать, что велосипед очень заразная вещь. Сначала ты катаешь по своему району, затем по соседним, и через некоторое время тебе хочется уже выехать куда-нибудь подальше за город. Такую же прогрессию велосипед дает и по отношению к спорту в целом. Сначала у тебя пропадает вечная усталость, потом появляется желание побыстрее выехать на следующую тренировку, внешний вид становится более здоровым. И вообще, с каждым днем хочется делать все больше и ехать все дальше. Пока говорить слишком много не буду, впереди все-таки еще 20 дней. Сейчас для меня главное не сходить с курса, нужно дойти до конца и посмотреть, как эта вся затея повлияет на мою жизнь. И вот еще один переход во времени, и наконец-то я попадаю в тот вариант будущего, где я смог. Да, для меня это реальное достижение 30 дней не сходить с пути. Личная победа прям ура. Ну и пара слов о том, как прошли дни с 10 по 30. И в целом ничего нового, как после первой недели привык, так все дальше и пошло. Были моменты, когда был дождь или после юбилея не хотелось ехать, но я просто взял велосипед и поехал. Все-таки час езды на велосипеде это не что-то такое сложное, чтобы прям изо всех сил пытаться слиться. Гораздо сложнее было соблюдать норму калорий. Вечно хотелось заточить чего-нибудь суперкалорийного, и поначалу даже были промахи, но затем я нашел подходящие для меня вкусные рецепты и очень быстро привык. В целом, если попробовать дать общую оценку моей затеи по катанию и питанию, то скажу так, было несложно. Теперь давайте перейдем к самому интересному, посмотрим, каких результатов я добился. Первое, что мы замерим, это время, за которое я проезжаю 15 километров. Напомню, что в первый раз показатели были 51 минута 35 секунд. Как и в прошлый раз, я старался держать пульс в диапазоне 150-160 ударов в минуту. Результат у меня в итоге получился 38 минут 13 секунд, что значительно лучше, чем в прошлый раз. И справедливости ради отмечу, что сегодня также был очень сильный встречный ветер. Теперь давайте посмотрим на изменения в параметре легкость. Напоминаю, что я измерял его в количествах подтягиваний и отжиманий на брусьях и турниках, а также измерял расстояние, на которое прыгаю с места. Ну что же, прогресс здесь тоже есть. Количество подтягиваний на турниках выросло на 5 раз. На брусьях я стал делать на 4 раза больше, а вот к прыжку с места практически ничего не добавил. Отмечу здесь один важный момент, что 80% тренировок на велосипеде я не заезжал на спортивные площадки. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на весь прогресс повлиял исключительно велосипед. Что у нас по велосипеду? Проехал на нем в районе 650 километров. Состояние у него осталось идеальным. Ни разу за всю дорогу он меня не подводил. И в общем и целом я считаю этот велосипед для подобных задач в этом ценовом сегменте очень хорошим решением. Ну и главный показатель остается узнать, это вес. Напомню, изначально это было 125 килограмм, и сейчас у нас 116. Это получается минус 9 килограмм. Офигеть, чудо чудесное. Просто минус 9 килограмм за то, что я катался на велосипеде. Да, по сравнению с первыми 10 дней скорость снижения веса снизилась, но общий результат все равно суперовский. Я безумно доволен. Итого, что у нас получается по результатам? За последние 30 дней я все еще не стал спортсменом. Также мой вес до сих пор значительно превышает норму. Но зато я сделал огромный шаг в сторону лучшей версии себя. Я, в принципе, начал чувствовать себя значительно лучше, стал более уверенно ходить по улицам. И самая, наверное, моя большая прогрессия заключается в том, что я стал более дисциплинированным. При этом всем я хочу отметить, что я абсолютно не мучился от процесса, а наоборот получал просто супер удовольствие от покатух. И как по мне, результат просто офигенный. Такой результат — это отличная мотивация продолжать жить и работать в том же духе, что я и планирую делать. Вы были на канале Человек на велосипеде. Благодарю вас за внимание и до встречи в новых видеороликах. Пока-пока.